Всем привет! Сегодня приготовим очень вкусное и сочное осеннее блюдо, которое быстро готовится. Мой сын, попробовав этот пирог, подумал, что я в него добавила апельсины, и ему очень понравилось, хотя ни одного апельсина в этом рецепте нет. В миску насыпаем 1 стакан манки, это 200 грамм, и наливаем 1 стакан молока, это 250 мл. Все перемешиваем и оставляем набухать манку на 10-15 минут. Пока набухает манка, берем тыкву и чистим ее от семечек и срезаем кожуру. Всего понадобится 200 грамм уже очищенной тыквы. Очищенную тыкву трем на крупной терке. Если измерять стаканами, то нужно 1 стакан тертой тыквы. Прошло 10 минут, манка уже набухла. В отдельную миску разбиваем 2 яйца. Насыпаем 150 грамм сахара. Все взбиваем миксером примерно 1-2 минуты. Берем миску с набухшей манкой и добавляем к ней взбитые яйца с сахаром. Все перемешиваем. Затем сюда же добавляем 50 грамм мягкого сливочного масла. Опять перемешиваем. Вместо сливочного масла можно использовать растительное масло. Его понадобится от 30 до 50 мл. В самом конце насыпаем 10 грамм разрыхлителя для теста и опять перемешиваем. Вместо разрыхлителя можно добавить 1 чайную ложку соды, гашеную уксусом. Теперь кладем подготовленную тертую тыкву. Окончательно все перемешиваем. Тесто готово. Форму для выпечки смазываем сливочным маслом. Диаметр моей формы 22 см. Дно формы посыпаем манкой и равномерно ее распределяем. Лишнюю манку высыпаем. В подготовленную форму наливаем тесто. Равномерно его распределяем по форме. Все ставим в духовку разогретую до 180 градусов. Запекаем примерно 35-40 минут. Пирог готов. Пирог получился ароматным, вкусным и сочным за счет тыквы. Готовится просто и продукты все доступные. По желанию в этот пирог можно добавить цедру апельсина или лимона. Также у меня на канале есть и другие рецепты с тыквой. Чтобы долго не искать, 2 из них я покажу в этом видео. Следующий приготовим яблочную шарлотку с тыквой. Такая шарлотка получается очень красивого оранжевого цвета, и вкус тыквы в ней совсем не чувствуется. Готовится она просто и получается очень вкусной. Сначала подготовим тыкву. Примерно полкилограмма очищенной от кожуры и семян тыквы нарезаем крупными кубиками. Нарезанную тыкву перекладываем в форму для запекания и ставим в разогретую духовку до 180 градусов. Запекаем примерно 50 минут до мягкости тыквы. Запеченную и уже остывшую тыкву измельчаем погружным блендером или перетираем через сито. Должен получиться 1 250-граммовый стакан готового тыквенного пюре. 2 больших кисло-сладких яблока очищаем от сердцевины и кожуры. Подготовленные яблоки нарезаем кубиками. Форму для выпечки смазываем сливочным маслом и посыпаем мукой. Я взяла форму диаметром 24 см. Лишнюю муку высыпаем. В подготовленную форму выкладываем нарезанные яблоки. Сверху яблоки посыпаем примерно 1 чайной ложкой молотой корицы. Приготовим тыквенное тесто. В миску разбиваем 3 яйца. Добавляем щепотку соли и 2/3 стакана сахара. Яйца с сахаром взбиваем несколько минут до получения пышной массы.
Ко взбитым яйцам добавляем 1 стакан тыквенного пюре и перемешиваем до однородности. Смешиваем 2 стакана муки и 1 чайную ложку разрыхлителя для теста. Просеянную через сито муку с разрыхлителем добавляем в тесто в 2 подхода. Тесто недолго перемешиваем миксером на низкой скорости. Подготовленное тесто выливаем в форму на яблоки и равномерно его распределяем. Форму ставим в разогретую духовку до 180 градусов, запекаем примерно 40 минут. Шарлотка уже испеклась, даем ей остыть и подаем на стол. Яблочная шарлотка с тыквой получилась очень вкусная и ароматная. В ней отлично сочетается тыквенный бисквит с яблоками и корицей. Обязательно ее приготовьте, готовится очень просто. Третьими приготовим рулетики с тыквой. Такие рулеты раскрывают всю свою прелесть спустя несколько часов после приготовления, когда аромат апельсина проникнет в каждый уголок этого потрясающего блюда. Сначала приготовим начинку. 100 грамм изюма моем и заливаем горячей водой. Даем настояться 10 минут. 350 грамм тыквы трем на мелкой терке. Подготовленную тыкву перекладываем в миску. Сюда же добавляем цедру одного апельсина. Снимаем только оранжевую часть шкурки. Вместо апельсина можно использовать лимон. Насыпаем 2 столовых ложки сахара. Перемешиваем. Добавляем уже подготовленный изюм. Все окончательно перемешиваем. Примерно 70 грамм сливочного масла растапливаем в микроволновке. Расстилаем лист лаваша и смазываем его растопленным сливочным маслом. Для этого блюда мне понадобилось 2 листа тонкого лаваша общим весом 270 грамм. На лаваш выкладываем половину начинки. Распределяем ее только по ближней к себе половине лаваша. Все аккуратно сворачиваем в плотный рулет. Так подготавливаем 2 рулета с начинкой. Каждый рулет разрезаем на 3 примерно одинаковые части. Форму для выпечки смазываем сливочным маслом. В подготовленную форму выкладываем рулеты. Одно яйцо разбиваем в миску и немного взбиваем его вилкой. Взбитым яйцом смазываем все рулеты сверху. Все ставим в духовку разогретую до 180 градусов. Запекаем приблизительно 20-25 минут. Блюдо готово. Подавать такие рулеты с тыквой можно как в теплом, так и в холодном виде. А особенно вкусными они становятся, когда настоятся несколько часов. Обязательно их приготовьте, это настолько вкусно, что невозможно оторваться. Если вам понравились такие рецепты с тыквой, то обязательно ставьте лайк и пишите комментарии. Подписывайтесь на мой канал и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. С вами была Оксана Пашко. Готовьте вкусно, готовьте с удовольствием.